Всем привет! Недавно мы говорили, что у каждого преступления есть конкретное имя и фамилия. И каждый преступник заслуживает того, чтобы его данные стали достоянием общественности. Поэтому мы продолжаем рассказывать вам о тех, кто прямо сейчас пытает Алексея Навального по приказу Путина. Люди, о которых мы сегодня расскажем, ходят среди нас, но их от нормальных людей отличает страсть к садизму. И воровству, но обо всем по порядку. В прошлом видео я рассказывал вам о начальнике колонии, который отвечает за пытки над Навальным. На его доме даже неравнодушные граждане повесили правильные листовки, проинформировав местных жителей, что среди них живет особо опасный подонок в погонах. Мы с вами узнали даже щепетильные подробности личной жизни главсадиста. Но важно помнить, начальник колонии прежде всего подчиняется главе областной федеральной службы исполнения наказания, которая как раз и является той структурой, где каждый божий день раздается звоночек из администрации президента с указаниями по Навальному. До недавних пор руководил ФСИН в Владимирской области генерал-майор Алексей Гиричев. Он служил во ФСИН как минимум с 1996 года, сначала в Иркутской области, затем в Воронежской, где у него, кстати, почти 100-метровая квартира, а в последние годы возглавлял управление ФСИН во Владимирской области. На днях Владимир Путин назначил Гиричева заместителем директора ФСИН. То есть за мучение над Навальным он пошел на повышение. Владимирская область при Гиричеве знаменита своими пыточными колониями. Это ИК-2 Покров, правозащитники называли это пыточным конвейером. ВК-3 Моторка отправляли на так называемую ломку не желающих сотрудничать с администрацией. А ВК-6 Мелехова прямо сейчас пытают Алексея Навального. Гиричева, кстати, в прошлом году привлекли к строгой дисциплинарной ответственности в связи с инцидентом в ВК-5. Одного заключенного жестоко избили 6 заключенных. Как минимум один из нападавших сотрудничал с оперотделом колонии. На сайте местного УФСИН вот он красуется в часах стоимостью в пару зарплат своих подчиненных, которые послушно выполняют любую задачу, которую из Москвы ставят самому Гиричеву. Алексей Навальный каждое незаконное действие колонии обжалует в суде. С недавних пор это не просто борьба за свои права, а вообще возможность для Алексея нормально пообщаться со своими адвокатами, высказать свою позицию, а для нас увидеть его хотя бы через экран видеосвязи. Суды проходят по одной и той же схеме. Алексей с адвокатами обжалует то или иное нарушение. Алкоголики из областного ФСИН и ИК-6 с серьезным видом заявляют, что пытки – это хорошо и правильно, а послушные клоуны в мантиях надувают щечки и с важным видом, стуча молотком, говорят: «Да, вы правы, уважаемые сотрудники колонии. Пытать Навального – это замечательно. Он же посмел обидеть нашего любимого президента». И когда мы говорим «алкоголики из ФСИН и колонии», это не просто так. У них и справки имеются, а мы, как и заявляли раньше, знаем о них абсолютно все. Итак, знакомьтесь. Первый защитник пыток – это старший юрисконсульт юридической службы организационно-аналитического отдела УФСИН России по Владимирской области, капитан внутренней службы Круглышев Илья Николаевич. Илья Николаевич из обеспеченной семьи. Его отец трудится в компании «Монострой», владелец которой местный депутат-единорос. Он задерживался полицией за распитие алкоголя в общественных местах. Как и наш следующий герой, юрисконсульт непосредственно самой колонии Крылов Артем Александрович, который, к слову, состоял на учете у нарколога. Эти двое, Круглышев и Крылов, на суде представляют колонию. Когда надо принести документы, какие-то видеозаписи, это вот все они. И посмотрите, как интересно получается. Все видео якобы нарушений Навального эти двое исправно в суд поставляют. Но как только сам Навальный и его адвокаты просят предоставить видео из колонии, которое подтверждает их правоту, чудесным образом эти видео исчезают. То они исчезают при сбое программного обеспечения при копировании, то вследствие скачка напряжения. И каждый раз эти представители колонии встают и бубнят, что просто вот так вышло. Приобщаем справку о том, что запись информации с переносного видеорегистратора дозора 22 ноября 2022 года приема осужденного Навального заместителя начальника учреждения полковника НДМ службы Фоминым время с 17:08 до 18:27 не представляется возможным для того, что при копировании данных из полудозора на РМ отдел безопасности ИК-6 произошел сбой программного обеспечения. В результате переустановки программного обеспечения произошла полная потеря данных, информации снабжения подлежит. А судьи кто? Справедливо спросите вы. Обойти их молчанием мы, конечно, не могли. Итак, глава Ковровского суда выделил именно эту троицу, работа которых вторить словам администрации колонии и отвергать жалобы Навального. Ким Ирина Геральдовна, Самойлов Дмитрий Евгеньевич и самый молодой из наших сегодняшних героев Никифоров Кирилл Сергеевич.
Судья Ким живет в Коврове в квартире 103 квадратных метра. Именно она отказала Алексею в выдаче зимней обуви, положенной по закону. Без нее он должен был ходить по обледенелому внутреннему двору в летний и болеть, или просто не выходить из камеры, хотя этот час – единственное время на свежем воздухе, которое у него есть. Помните лейтенанта Неимовича из нашего первого видео? Это которого Навальный оскорбил, обратившись к нему лейтенант Неимович, а не по имени-отчеству. Именно Ким согласилась с Неимовичем, что такой поступок Навального достоин наказания в виде 11 суток в бесчеловечных условиях Ковровского ШИЗО. Судья Самойлов, казалось бы, должен знать, что заключенные тоже люди, им положена медицинская помощь. Благо супруга судьи трудится в больнице. Наверняка дома объясняла ему, что здоровье людей – это не шутка. Однако судья Самойлов так не считает. Он отказал Навальному в предоставлении медкарты, тоже положенной по закону. До этого Алексею дали нечитаемые ксерокопии, он через суд хотел добиться нормальных документов. Самойлов – это тот судья, который помогает в изоляции Навального от внешнего мира. Именно он неоднократно соглашался с администрацией колонии, что недопуск адвокатов к Навальному – это вещь правильная. Судья Никифоров под самый Новый год посадил на 15 суток Навального в ШИЗО за то, что тот умывался в 5:24 утра. Не положено по распорядку, говорит, поэтому встречает и Навальный Новый год в ШИЗО. А вообще Никифоров – сын зампрокурора Рязанской и Тверской областей, и сам он до назначения судьей работал помощником Муромского городского прокурора. В юности Никифоров был менее кровожаден и даже писал стихи. Вот его профиль на популярном портале Стихи.ру, где он пишет про себя. «Сила есть, но нет беспечной легкости, нет пружинки внутренней, увы. Я скольжу в наклонной больше плоскости, в бездну у подножия скалы. Собственными страхами окованный, чую, вырывается само из души моей лишь нереализованный, и от слова разуму темно». Ну а в свободное от пыток время руководство колонии занимается еще одним дорогим их сердцу делом. Крадет бюджетные деньги примерно на всем. Начнем с излюбленной ворами капусты, обычной белокочанной. На ней почему-то обожают воровать особенно. Помните, как несколько лет назад Навальный разоблачил Росгвардию, где по карманам растаскивали миллионы, воруя как раз таки на капусте и других овощах. После того разоблачения бывший путинский охранник Золотов даже вызывал Алексея на поединок. Я просто вызываю вас на поединок. На ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую сочную отбивную. Правда, там была загвоздка. Делал это смелый глава Росгвардии в тот момент, когда Навальный сидел очередной арест за митинг и ответить сразу никак не мог. Но тем не менее, вернемся в Владимирскую область к капусте. Ее рыночная цена прошлым летом была 6 рублей за килограмм. Совсем дешево, но согласно данным сайта госзакупок, колония покупала ее аж по 27 рублей 50 копеек. В 4,5 раза дороже. Всего на закупку капусты потратили более 1 миллиона рублей. То есть почти всю эту сумму тюремщики Алексея просто положили себе в карман. Или вот обычный репчатый лук. Его рыночная цена на момент закупки – 13 рублей за килограмм. Но и К6, как и другие владимирские колонии, покупает лук по цене 29 рублей 50 копеек, почти в 3 раза дороже. Общая сумма контракта – 442 500 рублей. Итого половину этой суммы всиновцы просто украли. А знакома ли вам рыба путасу? Я совсем недавно про нее узнал, изучая их закупки. И не знаем, как часто ее дают в этой колонии, но закупают ее исправно. Рыночная цена на момент закупки была 49 рублей за килограмм. А в эту колонию ее поставляли по 76 рублей, то есть в 1,5 раза дороже. Всего этой рыбы на почти 11 миллионов рублей закупили. Теперь смотрим сушеную картошку. Ее рыночная цена на момент закупки 145 рублей, тогда же как колония покупала ее за 227 рублей за килограмм. Вот целая схема, к которой мы пришли, изучая эти закупки. Схема, при которой воруют все колонии в стране. Потому что чаще всего поставщиками выступают не какие-то местные предприниматели, что было бы логично, а фирмы, специализирующиеся на поставках ФСИН по всей стране. Лук и картошку в Ковров возит Ставропольская ООО «Трейд Капитал». А еще в учреждения ФСИН Петербурга, Краснодара, Ростова, Волгограда, Рязани и другие регионы. Владеет этим трейд-капиталом некая Нарине Макян, которая параллельно работает в ООО «Тандем» Татьяны Петросян. Эта фирма тоже поставляет в колонию фрукты и овощи. Получается такой спрут. Или вот рыбу продает в Ковровскую колонию московская ООО «Мегафиш», владеет которым Юрий Телепня. А еще он отправляет рыбу в самарские колонии, тульские, нижегородские, тамбовские. Почти во всех тендерах побеждает, несмотря на завышенные цены.
Поставщик сушеного картофеля Чувашская ООО «ТАВ» работает также со ФСИН Приморья, Татарстана, Сахалина, Ульяновской, Астраханской областей. Что интересно, некоторым регионам этот продукт обходится существенно дешевле, чем владимирским колониям. Пытают и воруют. Воруют, чтобы пытать. Путин создал систему, которая поощряет худших воров и садистов. Все имена и личные данные этих людей записаны в наш черный блокнот. Знаете их в лицо. Они ходят по тем же улицам, что и вы каждый день. Ходят в те же магазины и отдыхают в тех же заведениях, куда вы ходите с семьей. Но они преступники. Настоящие соучастники, согласившиеся помогать Путину в важной задаче. Любой ценой устранить главного оппонента, которого он боится до смерти. Делитесь этим роликом. Делитесь ссылкой на черный блокнот. Огласка – единственная защита Навального и всех политзаключенных. Присоединяйтесь к кампании «Фри Навальный». Нет войне. Свободу Алексею Навальному.